Всем привет! Сегодня будем делать устройство, которое поможет в реверс-инжиниринге, а также во время разработки своих девайсов, когда необходимо имитировать стороннее устройство. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Те, кто занимался программированием микроконтроллеров, рано или поздно приходили к тому, что им нужен логический анализатор, чтобы смотреть, какой же сигнал по факту течет по проводам. Устройство очень удобное и имеет на борту кучу плюшек, такие как парсинг протоколов, подсчет импульсов, триггеры на захват и многое другое. И вот однажды, снимая протокол с цифровых датчиков, я с коллегой подумал, что было бы неплохо не таскать с собой тяжелые датчики, а скопировать их сигнал и отправлять на свой микроконтроллер каким-то устройством. Написать на Arduino код, который будет имитировать датчики, можно, но нужно потратить время. А если, например, будет другой прибор с другим интерфейсом или протоколом, под него придется делать что-то свое? Тут и родилась идея сделать устройство, которое сможет копировать любой сигнал, независимо от интерфейса, чисто на временных интервалах. Записываем сигнал анализатором. Далее экспортируем в CSV. И вот у нас уже есть слепок данных, которые нужно как-то превратить в реальный сигнал. Задача делится на две части. Первым делом необходимо разбить CSV файл на временные интервалы, а также на состояние пинов в этот момент. Тут мудрить не стал и написал на WinForm'ах и C# простое приложение, которое разбирает файл и делит его на отдельные буфера, а потом по компорту отправляет в микроконтроллер. Вторая часть задачи — это собственно код на STM. Взял именно микроконтроллер, так как хотел попробовать выжать из него все соки. Естественно, лучше делать такой проект на Плисине, но опыта пока очень мало. STM взял H503, который имеет на борту 250 МГц тактовой частоты, что в теории открывало большие перспективы, до того момента, пока не принялся реализовывать. Изначально пробовал делать на таймере и прерываниях, но на обработку прерываний и подстановку новых значений из буфера уходило много времени, и максимальная частота на выходе была ниже мегагерца. Тогда стало понятно, что без DMA не обойтись, но была большая проблема. Одно событие может дернуть только одно DMA, а мне нужно два, так как одно загрузит данные в таймер, а второе в GPIO. Спустя кучу времени я увидел возможность реализовать задумку. Оказывается, когда таймер срабатывает, он дергает DMA, но он также может дернуть второй таймер, и для этого генерит событие. А вот на это событие можно привязать другое DMA, и теперь все становится куда быстрее. Достаточно заполнить два буфера данных и запустить оба DMA, и код будет выполняться даже без участия процессора. Поэтому, чтобы он не занимал шину данных, я отправил его в сон на момент выполнения кода. А проснется он по прерыванию от DMA и продолжит работать в штатном режиме. Все это было собрано и протестировано на плате отладки. Но мне хотелось сделать полноценное устройство. Поэтому я нарисовал плату в Altium. Естественно, допустил ошибку, но про нее позже. Также попробовал сделать заливку не сплошняком, а сеткой. Получилось интересно. Потом вывел гербера и отправил их на изготовление в китайскую компанию PCBWay. Делается это все буквально в 2 клика. Загружаем архив, выбираем количество плат, цвет, толщину. Все остальные параметры можно оставить по умолчанию. И отправляем в корзину. Оплачиваем, выбираем доставщика и через пару недель получаем платы отличного качества, которые паять одно удовольствие. После пайки обнаружил косяк. Подтяжку на транзисторы 3,3 вольта необходимо было делать к 5 вольтам, а я сделал к 3,3. И поэтому, когда на второй паре ключей было 5 вольт, они начинали приходить в 3,3 вольтовую линию. Но изменив напряжение подтяжки с помощью перемычки, все стало работать правильно. Сам микроконтроллер я выпаял с платки, а плату купил на Али. В наличии было достаточное количество, так что дефицита нету. Ну и мелочевка, на которую не стоит отвлекаться. Немного поправил прошивку под новую плату, и можно приступать к тестам. Для этого поступим очень просто.
Из терминала отправлю какой-то набор текста. Подслушаю его на другой стороне, скопирую сигнал и плюну обратно в терминал. Весь процесс довольно прост. Анализатором захватываем сигнал. Выставляем маркеры интересующего нас момента. Экспортируем данные в формате CSV. Открываем мою программу, добавляем полученный файл, загружаем на контроллер. А потом можно нажать либо старт в моей программе, либо кнопку на имитаторе. Результат будет одинаковый. Смотрим окно терминала. И та посылка, что ушла из него, спокойно вернулась обратно. И мы смогли ее прочитать. Вот таким образом мы можем скопировать любой сигнал с частотой около 12 МГц. При большей частоте есть приколы с отображением длительности импульса самим анализатором. И тут уже непонятно, во что я упираюсь, в анализатор или STM. Для более глубокого изучения необходимо приобрести дорогой анализатор с большим разрешением, который расставит все точки над «и». Но пока имеем такой результат. Естественно, оставлять такое устройство без корпуса было бы неправильно. Поэтому набросал пару деталек в Autodesk и распечатал их на 3D принтере. Получилось довольно неплохо. На самом деле можно было и лучше, но я только учусь. Если у вас будут какие-то идеи или предложения по поводу данного проекта, можете озвучивать их в нашей группе в Телеграме. А на этом у меня все. Спасибо, что смотрите, и до новых встреч. If I stay, will you stay? If I go, will you go? If I pay, will you play? Do you know what I know? Do you love? Do you